Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение щитовидной железы. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Нарушение функции щитовидки – довольно распространенная проблема, с которой столкнулось огромное количество людей. При таком состоянии эффективна комплексная терапия, и в этой рубрике приведены способы лечения щитовидной железы народными средствами. Самые эффективные народные средства для лечения щитовидной железы. Симптомы заболевания щитовидной железы зависят от формы заболевания. Существуют универсальные средства, способные облегчить состояние при различных патологиях. Ниже приведены наиболее эффективные из них. Отвар из ржаных стеблей. Заготовку сырья для лекарственного средства следует производить, когда рожь находится в фазе спелости. В этот период растение содержит максимальное количество полезных элементов. Готовить отвар нужно так: высушить стебли на солнце или в специальном приспособлении. Сложить заготовку в кастрюлю, влить 1 литр воды и держать на огне на протяжении получаса. Дать отвару остудиться, затем отцедить. Это средство надо пить 4-5 раз в день по 55-60 мл. Длительность курса – 1 месяц. Потом следует прерваться на 12-14 суток и провести лечение повторно. Настой из корешков лопчатки белой. Эта трава способна помочь как при гиперфункции щитовидки, так и в случае недостаточной выработки нужного гормона. Порядок приготовления. Измельчить корни растения и сложить в стеклянную банку. Влить литр водки или разведенного до приемлемой крепости медицинского спирта. Настаивать в прохладе 30-35 суток. Пить настойку нужно месяц, по несколько раз в день с едой. Оптимальная дозировка для однократного приема от 30 до 50 мл. По окончании курса требуется сделать интервал на 8-12 суток, а после повторить терапию. Внимание! Настаивать лекарственное средство разрешается только в стеклянной посуде. При долгом нахождении в пластиковой бутылке оно может стать опасным для здоровья. Грецкие орехи. Этот продукт в терапии заболеваний щитовидной железы разрешено применять по-разному. Например, готовить смесь из толченых ядрышек грецких орехов и меда и есть по столовой ложке натощак на протяжении месяца. Делать спиртовую настойку из расчета 120-150 грамм ореховых перегородок на 500 мл алкоголя и настаивать 3 недели, после чего употреблять в течение месяца дважды в сутки по 10-12 мл. Готовить отвар из скорлупы и листьев растения, а затем делать компрессы. На заметку: в терапии любого типа заболевания эффективны компрессы из голубой глины. Природный материал разводят водой до пастообразного состояния, а затем наносят на проблемную область и обматывают шею шарфом или бинтами. Держать компресс надо не менее 2 часов. Народная медицина при аутоиммунном тиреоидите. Аутоиммунный тиреоидит – это воспаление щитовидной железы в хронической форме. При этом заболевании иммунная система распознает клетки органа как чужеродные и уничтожает их. В этом состоянии эффективны приведенные ниже средства: мед, маточное молочко и тмин. Для изготовления лечебного средства понадобится 220 грамм семян тмина, 500 грамм меда и 70 мл маточного молочка. Все составляющие следует смешать и пить 1 раз в сутки натощак по 15-20 мл в течение 10-12 месяцев. Ламинария. Ламинария или морская капуста богата йодом, столь нужным для нормальной работы щитовидки. Ее разрешено есть в чистом виде или настаивать на воде со стручками красного перца и медуницей. Пьют такую настойку по 30 мл трижды в день перед едой в течение 30 суток. Овощной коктейль. Потребуется взять в равных долях соки белокочанной капусты, морковки, свеклы и черной редьки. Пить такое средство нужно 4-5 раз после еды на протяжении 60-80 суток, а затем прерваться на 30 дней и повторить курс. На заметку: некоторые источники рекомендуют людям, страдающим подобным нарушением, ежедневно выпивать раствор из 120-150 мл воды и нескольких капель йода. Но такое лечение подходит не всем и требует предварительного одобрения лечащего врача. Лечение диффузного зоба народными средствами. Нередки случаи, когда у больных образуется диффузный зоб. Для лечения этого состояния также применяются различные народные средства. Настойка на ореховых перепонках. Для приготовления средства понадобится 50-70 грамм перегородок и 250 мл спиртовой основы. Настаивать напиток потребуется 14-16 суток, после чего употреблять по 15 мл натощак в течение 28-30 дней.
Лечебное средство с дивисилом на спиртовой основе. В стеклянную тару нужно уложить 250 грамм цветков дивисила и залить 600-700 мл водки, после чего настаивать 14 суток. Средство применяется для ежедневного полоскания горла перед сном. Отвар из ягод красноплодной рябины. На 500 мл воды требуется 50-70 грамм плодов. Компоненты нужно поместить в кастрюлю, варить 10-15 минут, а потом дать постоять 4-5 часов. Принимает целебный отвар трижды в день по 90-110 мл. Курс терапии длится месяц, после чего нужен 2-недельный перерыв. Народные средства при кисте щитовидной железы. Кисты на щитовидной железе опасны тем, что способны привести к нагноению. Лечение подобных состояний посредством альтернативной медицины проводится ниже перечисленными средствами. Отвар из вишневых веток. Для приготовления лечебного средства нужно выбирать веточки с набухшими почками. На 150 грамм сырья потребуется 600 мл воды. Состав нужно прокипятить полчаса, дать остыть и хранить в стеклянной емкости. Принимает целебный отвар по 25 мл до еды на протяжении 90-120 дней, а затем прерывает терапию на 20 суток. Витаминный коктейль. Для изготовления целебного настоя потребуется луковая шелуха, листья малины, сосновые иголки и ягоды шиповника в равных долях. Все компоненты заливаются кипятком и настаиваются в термосе 10-12 часов. Пить средство нужно несколько раз в день до еды по 80-100 мл в течение 60-90 суток. Чистотел на водке. На 500 мл спиртовой основы понадобится 400 или 450 грамм измельченной свежей травы. Средство настаивают 14-16 суток, периодически встряхивая, а затем отцеживают. В первый день приема нужно выпить 2 капли настоя, ежедневно увеличивая их число на 1. Когда объем увеличится до 16, пить средство в таком количестве месяц, а потом сделать перерыв на 12-14 суток. Эффективные народные способы при гипотериозе. Гипотериоз характеризуется недостаточной выработкой гормонов, что провоцирует замедление жизненно важных процессов. Такие состояния лечатся перечисленными ниже средствами. Сок черноплодной рябины. Ягоды смешиваются с сахаром в пропорции 1 к 1 и настаиваются до выделения сока, который нужно пить по 30 мл натощак. Внимание! Использовать это средство можно только при гипотериозе. Отвар земляничных листьев. На 20 грамм сырья потребуется 250 мл кипятка. Средство потребуется настоять полчаса, потом отцедить. Пить отвар надо ежедневно 2-3 раза в сутки по 80-100 мл за прием в течение 2 недель. Отвар из зверобоя. В 500 мл кипятка нужно проварить 30-40 грамм измельченной травы 7-10 минут, а затем остудить и процедить. Пьют такое средство перед завтраком и обедом по 150 мл в течение 21 дня. Методы лечения при узлах щитовидной железы. На щитовидке могут возникать уплотнения доброкачественного, а в 10 случаях и злокачественного характера. Когда их много, образуется узловой зоб. В терапии такой проблемы используют ниже перечисленные средства. Отвар с корнями морена. Примерно 50 грамм сырья нужно измельчить и влить 500 мл кипятка. Затем настоять полчаса. Пьют такое средство в течение месяца по 200 мл натощак. Спиртовая настойка на конском щавеле. Несколько корешков растения нужно залить литром водки и дать настояться 2 недели. Принимать целебный состав требуется трижды в день до еды по 15-20 мл на протяжении 60 дней. Травяной сбор на спирту. Для приготовления средства в равных долях берут кору ивы, березовые почки, чебрец, мяту, календулу, тысячелистник, пустырник, душицу, кору дуба, корни дивисила и зверобой. Указанные травы соединяют и 50 грамм полученного средства заливают 500 мл спиртовой основы. Затем настаивают неделю. Принимают средство перед приемом пищи по 18-20 капель несколько раз в сутки на протяжении 30 дней. После нужен 2-недельный перерыв, а затем терапию разрешается повторить. Внимание! Нарушения в работе щитовидки крайне опасны и требуют постоянного медицинского контроля. Применяя перечисленные средства народной медицины, нельзя игнорировать назначение лечащего врача. Улучшение состояния возможно только при условии комплексного подхода. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.